А вот посерединке прихватило. Ну и как это вообще понимать? Вот здесь живое, здесь живое, здесь прихвачено, здесь живое. Всем привет! 9 мая. Кто отмечает этот праздник, я вас поздравляю. Кто не отмечает, ну, тот не отмечает. Давайте оценим ущерб от заморозков, который у нас практически ежедневно. У нас каждую ночь 0, минус 2, минус 4. Днем в районе там 12-13, ну, наверное, до 14 градусов доходит. Короче, май так себе. Ну, как говорится, вот такое хреновое лето. Пойдемте посмотрим, что у нас произошло за эту ночь. Получается, с 8 на 9 был конкретный заморозок. Я в 6 утра встал. Машина была вся во льду. Лужи, где были, тоже лед. И, в принципе, так пробежался, кое-где прихватило. Причем у меня везде двойное укрытие. Давайте смотреть. Вот такое хреновое лето. 9 мая, 6 утра. Заморозок очередной. Ближе к дому вообще не прихватило, по сути. Не замерзшая вода. По низине немножко прихватило. И вот там на холме конкретно прихватило. Пленка замерзшая. Здесь вроде живое. И так вот прикрыты торцы даже были. Чуть-чуть прикрыты. Там была низинка. Здесь немножко холмик. Но вот здесь вообще лед. Конкретный лед. Давайте посмотрим подарок не святая. Он у меня молодой. Вот смотрите, у меня торцы не закрыты были. Пленка. Ну, покупная, довольно тонкая, из-под бонд. Ну давайте, с самого краю, смотрите. Я даже сныть уже не убираю. Это все-таки дополнительная защита от заморозка будет. Ну вот, вроде бы все живое. Здесь не прихватило. Идет по низу, оно аккуратненько так пришпилено. Вроде все живое. Ну смотрите, рядом буквально возле подарка не святая, в середине куста укрыта каталония. А вот каталонию, смотрите, кончики, видите, прихватило. Вот это вообще странно. Причем спанбонд не касался даже. Вот вообще непонятно. Вот здесь то же самое. Здесь нормально. Здесь рядом прихватило. Здесь прихватило кончик. Но вообще непонятно, если честно. Середина ряда. Ладно, там край прихватило бы, я еще понял. Но середина вообще мне непонятно. Ну, в принципе, вот здесь потемневшее. Скорее всего, ему кирдык. Ну, смотрите, двойное укрытие. Какое двойное? Тройное. Раз спанбонд. Пленка. И тут нахлест. Еще одна пленка и довольно толстая. Это какой-то капец. Что происходит, я что-то не очень понимаю. Вот смотрите, в ряду, да, вот общий ряд идет. И здесь у меня, ну, наверное, либо ветром, либо чем сбило мне пленку. Ну, здесь, по сути, смотрите, дыра. И в один слой здесь дырка спана не хватило. Ну, смотрите, здесь, ну, чуть-чуть, еле-еле прихвачено. Вот здесь. А вот здесь подморожено конкретно. Видите, я что-то вчера смотрел, проморгал вот эту дыру, не знаю. Ну, ладно, что есть, то есть. Рядом у меня 342 кишмиш. Возле этой же дырки, смотрите, он весь живой. Весь. Причем там даже касается спана. Видите, он касается. Там, где обычно, почему я говорю касается, не касается. Там, где приморозок, и если спанбонд, ну, любое укрытие, одинарное особенно, если оно касается краешка спана или любого укрытия, и приморозок прихватил, и в этом месте будет такой, ну, как ожог все равно. Ну, в общем, приморозит, если коснулось в этом месте. Но здесь у меня двойная защита, по идее, подмораживать не должно. И здесь не подморозило. Условия один в один. Вот они рядом совсем. Вот рядом у меня вот так идет еще кустик. Давайте здесь посмотрим. Здесь тоже пленка, и спан идет. Сныть, естественно, куда без нее. Смотрите, этот
Вот этот живой, этот вроде бы прихвачен. Вот этот шатается, его скорее всего просто немножко ветром отколошматило. Вот здесь в середине прихвачен. Вот посередине, смотрите, двойная защита, двойная. Посередине, все, ему хана. Вот так вот. В общем, в основании там еще побежки пошли. В общем, здесь двойная защита не помогла. Не помогла. Там возвышенность, и там местами как-то поприхватывало. Хотя еще и защита все-таки какая-никакая, забор. Вот здесь вот прихватило край. Здесь посмотрим, рядом еще один куст. Здесь все живое, кстати. Они маленькие и были побежки. Здесь живое. Давайте пройдемся. Вот здесь у меня прима Украины. Здесь вообще открыто до безобразия. Ну просто вообще подзабил, да? Смотрите. Он живой. Он живой. Вообще непонятно. Здесь касается даже спана. Прима живая. Видите весь ряд. А вон посерединке вот посерединке прихватило. Ну и как это вообще понимать? Вот здесь живое, здесь живое, здесь прихвачено, здесь живое. В общем, эта защита меня никогда не подводила ни разу. Вот за условно там 10 лет. Я, кстати, звонил товарищам, которые довольно долго этим занимаются, виноградарством. Они тоже с таким первый раз сталкиваются. У кого там двойной спан, бонд был 60-й, у кого-то и с пленкой, у кого-то дарнит, кстати. Кто-то не раскрывал, у них дарнит, с зимы лежит. И под дарнитом подмерзло даже. Причем подмерзло те, которые лежали ближе к земле, те, которые немножко выше к земле, не подмерзло. Следующую ночь, наоборот, подмерзло там, где было выше от земли. Ну, напишите в комментариях, кто что об этом думает. Я что-то вообще не понимаю. Я первый раз с таким сталкиваюсь. У меня каждый год, если я защитил, если у меня двойная защита, у меня проблем таких не было. В этом году первый раз такое. Вот эта отрада, которая будет корчеваться, я ее даже ничем не укрывал. Она у меня и на зиму была не укрытая, и весной я ее тоже ничем не укрывал. Смотрите. В общем, вчера я смотрел, она вообще все заморозки пережила, она живая. Сейчас немножко видно, такой чуть-чуть вроде бы прихвачено, но вообще странно. За столько заморозков ее буквально только-только сейчас немножко прихватило. Ну давайте ряд с аркашкой посмотрим. Здесь у меня вот так вот тоже прикрыто, ну, вот так болтается. Ну, в общем-то, самый краешек, наверное, чуть-чуть прихвачен, хотя вчера он был живой. Но основное, вон, смотрите, все живое. Посерединке вон немножко какой-то, вот здесь прихвачен. И посерединке немножко как подвявший, ну, не знаю. В общем, как-то странно, края живые, а середина прихвачена. Ну, Аркадия устойчивая, она справится. Но если бы я вообще не укрывал, вообще, я думаю, проводящую систему бы повредила. Вон, сейчас ставлю кадр, как подморозила воду со шланга. Ну, примерно то же самое было бы с проводящей системой. Давайте глянем, что у Алешки. Алешка, краешек прихвачен. Вон замерзший. Этот живой. Короче, ближе ко мне он живой. Ближе к середине прихвачен. Ну и там дальше вроде так через один. То живой, то прихвачен. Ну, опять же, двойное укрытие. Спан и пленка. Каждый год один в один. И проблем вообще с этим не было. Никогда. Выдерживала сумасшедшие температуры. Люди, у кого в теплицах, у них там показывало в самой теплице до -2. И они спасались только обогревом теплицы. Кто на что гораздо, у кого там какие-то обогреватели, у кого какие-то там печки, там отработка и так далее. Кто на что гораздо. Сейчас мы подойдем еще к одному кусту.
Так, смотрим сюда. А тут все живое. Это дубовский розовый, кстати. Уже приближать сильно не буду, я думаю, и так все видно, все живое. Цитронный. Здесь вообще у меня возле заборчика в один слой спанбонда, смотрите, один слой спанбонда. Видите, да? Тут комментировать даже нечего. Он живой. Там возле забора во многих местах подморозило. Здесь нет. Ну да, тут глухой забор, согласен. Но, честно говоря, возле этого металлического глухого забора прихватывает, ну, никак не хуже, чем вообще без него. Ну и вот еще один кустик. Вот здесь немножко прихвачено, кстати, ближе к забору почему-то. Здесь немножечко, здесь получше. Короче, небольшой прихват есть. Но будем посмотреть, в общем. В общем, все стоит, не растет, потому что очень холодно. И прогревы, эти разгоны не особо помогают. Но, честно говоря, я не помню, что прям вот так долго-долго были у нас холода. И днем холодно, и ночью холодно. И заморозки, кстати, показывала, ну, в интернете показывала по моей местности -2 утром. Что было ночью, я даже не знаю. Но спать тоже надо все-таки иногда. В общем, такая карусель у нас непонятная. В общем, защита не особо и помогает. Там, где были закрыты торцы, открыты, почему-то везде поприхватывало. Причем середину. Вот вообще непонятно. В общем, народ, пишите комментарии, что у вас происходит. Потому что многие писали, что у них вообще повымерзало все. Просто коллапс. И не помогает вообще никакие укрытия, ничего. Ну, что поделаешь. Но укрывать все равно надо, потому что, ну, никогда не угадаешь. Будут заморозки, не будут. Какие они будут. Ну, мы сделали все, что могли, что от нас зависело. Так что ничего не попишешь. Похоже, что все-таки заморозок был просто длительный. Так оно, в принципе, все выдерживает. Но прогноз погоды я как-то смотрел, показывало, что примерно с 10 вечера и до 6 утра. Это очень длительный заморозок. Конечно, наверное, ни одно укрытие особо такой нагрузки не выдержит. Самое смешное, вишенка, он цветет. Ну, видно, тоже видно, прихвачена. Хотя, может, она уже просто отцвела. Потому что она в прошлые выходные тоже уже цвела. Но меня напрягает грецкий орех. Что-то он вроде бы набух и так далее, но стоит колом. Вообще не реагирует. Или подмерз, или так задумано. С грецким орехом я первый раз вообще заморачиваюсь. Не обращал особо внимания. Просто в этом году он у меня уже такой довольно взрослый стал. Ну, в середину сильно лезть не хочется. Давайте еще один крайний. Вот, тут такой... Болтается абы как. Элегант. Краешки немножечко прихвачены. Середина вообще шикарно. Просто песня. Ну, вон там один, вижу, немножко прихваченный. Но, скажем, 90% всего живого. Посередине там вдалеке тоже вижу один прихваченный. Причем он вообще и близко не касается спана. Ну, вообще непонятно. Вот еще куст Надежды ранний. Смотрите, здесь у меня пленка из спанбонд, а вот здесь дырка. Здесь не хватило пленки, и спан такой себе, с дырками, в общем. Но, по идее, тут вообще должно просто все умереть. Давайте посмотрим. Опачки. Гляньте. Зеленая. Здесь прихватило. Здесь наполовину. Так, здесь нормальная, здесь нормальная. Там внутри. А там внутри прихваченная. Вот парадокс какой-то. Какая-то задница. Ну, повторюсь, если бы я вообще не укрывал, то проводящую бы порвало. И было бы вообще надеяться не на что. А так, в принципе, надежда есть, потому что проснутся спящие и будет все хорошо. Ну, кое-что живое, кое-что будет со спящих почек восстанавливаться. Но, во всяком случае, урожай будет. Не такой, как хотелось бы. Но ничего. Что-нибудь да будет. Во всяком случае, мы сделали все, что могли. Все, что от нас зависело, мы по максимуму сделали. Ну, а там уже, конечно, как получилось. Все, народ. Всем хороших урожаев, всем удачи. Пока.